Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема видео «Что у вас видят карты?». Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. И для начала мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад. И если с вами портрет резонирует, то продолжаем смотреть дальше. А если не резонирует, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас ни о ком не думайте, думайте только о себе. И мы начинаем. Кто вы, кто пришел на расклад? Очень справедливая женщина, которая достойна какой-то хвалы, да, или вас кто-то хвалит. Часто, кстати, проигрываются в вашей жизни такие ситуации, когда люди вас ставят как неким учителем, да, вот, что вы мудрее, от вас много идет такого, знаете, справедливая вот такая какая-то информация, которая вот каким-то образом является примером, да, что они переводят на свою жизнь. В то же время, да, есть какие-то, возможно, люди, которые пытаются, может быть, как-то менять вашу жизнь, влазить в нее, да, вот свои какие-то установки вносить. Это могут как мужчины быть, так и женщины, да, которые влазят именно в вашу жизнь. Но вы даете человеку высказаться, вы даете какое-то пространство, шансы, время людям, да, такой человек. Вы смотрите со стороны, наблюдаете. Ну, а когда вы понимаете, что человек, например, вредит вам как-то, да, или же переходит вам дорогу, пытается влазить именно в вашу жизнь, да, или вот как-то переходить какие-то личные ваши границы, вы от человека отходите. Но тут не показывает, что вы мстите как-то, да, жизнь сама разбирается по справедливости с такими людьми, вы просто от них отходите. Причем вы такой человек, здесь как будто бы люди, да, вот, которые именно влазили в вашу жизнь, получали какую-то ответную реакцию, да, бумеранг, так это назовем. И вас показывают человека очень активного. Вы всегда в движении, возможно, да, вы всегда в дорогах. Также здесь, может быть, у человека было несколько переездов или вообще, да, по себе такой человек, который не сидит на месте. Для вас день, просто вот просидеть на месте, это как мертвый день, да, вот обязательно каждый день вы что-то делаете. Вам жалко свое время, да, здесь человек, который ценит свое время. Далее. Были в вашей жизни чувства, были в вашей жизни манипуляции. Также здесь вы кого-то терпели, возможно. Мужчина пытался за ваш счет как-то самовыразиться как мужчина. Также здесь мужчина пользовался вашими эмоциями. Да? Он очень любит подпитываться эмоциями не только с противоположной стороны. Вообще, да, от людей он напитывается какими-то эмоциями, когда его особенно хвалят, да, по голове гладят. Но по факту показывают здесь, как не за что этого человека хвалить, да, человек вот только вот как одевает какую-то маску какого-то человека, да, именно который что-то в этой жизни заслужил. Но вот человек на самом деле причинял какие-то обиды, скорее всего, и вам, да, вы понесли из этого человека, мужчина, да, какие-то вот, может быть, долги еще остались, может быть, остался какая-то еще нить, неразорванная связь, да, это может быть или энергетическая, или на самом деле какие-то долги еще тянутся, хвосты. Здесь еще может быть проигрываться, что дети, да, здесь могут быть между вами, или же отношения, которые вот именно были, как вы ходили, да, с этим мужчиной, может быть, в каких-то розовых очках, или пелена была элементарно просто на глазах, когда вы не замечали каких-то ситуаций, но только потом, возможно, по справедливости, да, что-то вы для себя осознали, стали действовать, двигаться. Но, знаете, человек в вашей жизни является здесь вот как важный кармический какой-то урок, да, император. Не зря колесо фортуны. Не зря человек вообще в вашей жизни появился. Человек как закрутил какое-то колесо, дал чему-то движение. Движение может быть вам в чем-то, в чем вы, может быть, сидели, да, и не двигались, или были в чем-то другом, что не давало бы сдвигу в будущем. Но благодаря этому мужчине, какой бы он противный, плохой и такой-сякой не был, но человек вас на что-то подтолкнул, на какие-то именно действия. Вот с этим человеком, как говорится, да, закрутилась жизнь как-то, пошло какое-то движение. Это деньги, финансы, или вы сменили работу, или вы стали поступать как-то уже в жизни, да, по-другому, иначе. Судя по этим отношениям, отношения могли быть
да, по королю мечей токсичными, могли быть отношения с моментами манипуляции, угроз. Также здесь вот когда человек пытался, ничего из себя не представляет, но пытался как доминировать. И вот я мужик, я же мужик, да, вот только я мужик. Пустые какие-то слова, пустые хлопоты были в прошлом, из-за которых вообще не стоит сегодня переживать, но эти пустые хлопоты оставили еще на сегодняшний день для вас какие-то проблемы, да, или решить их нужно, додумать их нужно, в чем-то разобраться. Что-то даже как для себя уяснить из-за этих хлопот. Возможно, эти хлопоты были как-то связаны тоже с мужчиной. Здесь показывают еще и деньги. Может быть, долги какие-то на самом деле у кого-то еще есть. Или мужчина, может быть, брал какие-то долги, за которые приходилось вам тоже нести какую-то долю ответственности, а может и всю, да, ответственность. Показывает вас, вы вообще хранительница очага, стабильная женщина. Но когда рядом с вами находится нестабильный человек, да, вы погружаетесь в некое такое что-то свое, может быть, да, вы лучше начинаете в чем-то развиваться, показывают или зарабатывать больше, например, начинаете, но только, как говорится, в свою копилочку. Показывает вас очень теплый человек, в то же время справедливый. Вы к людям относитесь тепло только тогда, когда люди на самом деле заслуживают того, когда они к вам нацелены именно добропорядочно, по-доброму. Вас показывает женщина такая: вы сама, будь вы в отношениях, везде вы сама все. На себе, да, опять-таки, какой-то груз несете или решаете проблемы, держите очень много всякого в голове, проблем даже, да, это надо решить, то. Вас показывают общительным человеком, теплым, компанейским даже, да, вот в компании с вами очень хорошо, вы вот не обязательно заводила, может и заводила, но вот, да, с вами очень вот как-то приятно находиться, когда вы находитесь в компании, или даже если там подруга с вами идет, ей с вами очень комфортно общаться. Здесь вас показывают, да, что вы, знаете, вот когда вы погружаетесь в чувства, в любовь, вы себя дарите вот до последнего, даже, может быть, отдаете, да, все до последнего, но тем самым, может быть, даже вы в чем-то разочаровались вот из-за этого до последнего себя, о кого-то, да, как корабль разбился о скалу, вот так же вы этот корабль разбились о кого-то, да, то есть кто-то на самом деле нанес какой-то моральный ущерб, может быть, и не только моральный, но и материальный ущерб, но вы поняли для себя, да, как распоряжаться финансами, или что мужчине все карманы выворачивать не нужно, то есть для себя на самом деле усвоили урок. Показывают, здесь, возможно, есть дети присутствуют у вас. Женщина – хранительница очага, женщина, она же и работящая, она же и красавица, да, вот такая женщина пришла на расклад. И у вас вот в жизни все складывается как-то вот, как вы можете считать, не просто так, да, все вот дается вам и с трудом, но все же, да, возможности есть, даются возможности. За что-то, какие-то вот именно такие были всплески в вашей жизни, когда удача вот вам прям фартила в чем-то. Открыли вы магазин, да, и вот, например, куча клиентов, да, вот откуда ни возьмись, или вы там выложили видео, у вас сразу же там много-много просмотров, например, да, тут какие-то такие ситуации, когда вам фартило, ну и вообще фортуна вас любит. Часто было в жизни такое, да, что вы, не прикладывая труда особого, легко что-то вот получали, да, причем вы говорите, что вы делали это сикость-накость, да, как попало, без всякого чего-то, ну вот в раз вам и подфартило в чем-то, или, например, то есть вы к чему-то не готовились, да, оно вот как не ожидали, но, например, принимали в чем-то участие, да, как и все, но вот вам вот подфартило. Вообще человек возможности, и вы даете кому-то возможности, показывают, и вы давали кому-то тоже возможности. Благодаря вам кто-то напитывался энергией, у кого-то что-то в жизни получалось. И вообще, когда вы с кем-то за руку идете, у того человека как фартит, начинает получаться. Энергия у вас такая. Это четко чувствуется. Да, такая, которая приносит удачу. Возможно, даже вы являетесь для кого-то неким талисманом. Да, вот когда вы рядом сразу у человека, или вы придете к подруге в магазин, да, у нее начинает, например, идти торговля, да, все и у нее получается, все у нее продается. Вот такая у вас такая сильная, мощная
энергия, скорее даже денежная энергия или удача, да. Человек стоял на рыбалке, просто вы пришли, а он поймал рыбу, причем не простую, а крупную рыбу, которую ждал, может быть, долго. Вот в каком-то таком духе. Так, смотрим дальше. Итак, если проигрывает у вас портрет, давайте продолжать смотреть дальше. Что у вас видят карты? Что-то вы скоро узнаете интересное, какую-то тайну. Для вас это была тайна. Сейчас, да, какая-то информация от вас закрыта, но об этой информации знает, возможно, какая-то женщина. Или через женщину, да, придет эта информация, именно тайная информация, которую она вам расскажет. Это будет как-то связано с финансами. Причем, знаете, очень приятные новости. Вы порадуетесь, женщина это тоже будет рада. Возможно, да, женщина к вам настроена очень положительно. И да, вот как-то и также еще может сыграть здесь, что и для нее это будет выгодно, и для вас это будет выгодно. И для нее это приятно, и для вас это приятно. Вот какая-то такая общая идиллия у вас с этой женщиной. Здесь показывает, что иногда вы себе какие-то барьеры ставите. Или, например, вы думаете о чем-то вообще не о том, о чем нужно сегодня подумать. Вот есть, да, какая-то информация, возможно, вы о ней не так давно думали, но как-то вот забрасываете ее в черный ящик, особо не воспринимаете, но эта информация, да, вот именно которую вы знаете, она для вас очень важна для будущего, да, и уже сейчас с этой информацией нужно работать или обратить на нее внимание. Здесь такой вот, как вам сказать, очень яркий, остро, да, вот на это показывают, потому что вы как-то отводите взгляд свой в другую сторону или на другие какие-то дела, которые не столь важны, которые вот как пустозвон, да, такие, которые не принесут особой пользы, насколько бы могло принести то, о чем вы, возможно, думали, держали в голове. Может быть, это даже был какой-то план или проект какой-то. Вот вы знаете, для вас этот проект будет очень оценим потом в будущем. Так, далее мужчина. Здесь выходит мужчина. Но мужчина, знаете, переживает очень сильно по вашим отношениям или то, что творится между вами. Он видит то, что вы настроены как-то деспотично, даже холодно и, знаете, отвернутый от человека. Занимаетесь какими-то своими делами, может быть, своим саморазвитием, своей, может быть, популярностью даже, или, да, своими финансами, вот как-то чем-то таким увлечены, или хобби там, да, но вот мужчина видит, что вы куда-то, чувствует это и видит, что вы, знаете, на него не обращаете внимания. Человеку от этого плохо. Человек медленный, такой пассивный человек, но в то же время есть некая доля, да, в стабильности, которую вот он хочет. Здесь человек хотел бы с вами каких-то стабильных отношений, продолжения, или чтобы вы на него обратили свое внимание, потому что человек вам хочет дать какую-то важную информацию или подарить подарок, да, что-то вот, чтобы вы обратили свой взор. Также здесь может через подарок, чтобы вы обратили на него внимание, да. Он думает, может быть, человек приготовил для вас какой-то подарок, он думает, что тем самым вы повернетесь к нему лицом. Плохо ему без вас. Знаете, человек еще о чем думает? Вот вы даете чувство, вы даете такое некое наполнение, в то же время, да, вот с вами сразу хочется строить будущее, какие-то есть планы, да, на будущее. Когда он сам, ничего не хочется стремиться зарабатывать, идти к какой-то цели. Вот когда вы рядом, хочется строить будущее, к чему-то идти, да, вот вы некая такая цель, продолжение его жизни, как он считает. Он очень сосредоточен на вас. Также здесь человек может надеяться на вас. Потому что с вами еще он считает, да, вы такая женщина ресурсная, вы для него шанс. И вот он считает, что благодаря вам, да, он далеко пойдет. Он много чего от жизни может получить, но это не его главная цель. Его главная цель – строить с вами серьезные какие-то взаимоотношения, дабы вы повернули голову в его сторону.
Да, человек хотел бы с вами продолжение будущего, построить дом, создать семью, переехать, возможно, может быть, куда-то. Вот, да, там обустраивать жилище, там иметь продолжение, там дети, вот, или же, да, быть именно в семье находиться, а не так, как гул, как сокол сам по себе, как пес, да, уличный. Он так не хочет. Чувства здесь такие идут, знаете, через какую-то боль и через какие-то оправдания, через даже, да, осознание. Человек что-то для себя, возможно, осознал, понял, да, за что-то проливает, возможно, слезы, и человек о чем-то переживает. Также переживает о том, что, да, как-то поступил неверно, сделал какой-то вот именно промах, подскользнулся. То здесь может быть что угодно, в чем подскользнулся, да, или это поворот, как говорится, налево, измены могли быть, предательство, или человек раскаивается за что-то, человек плачет. Человек понимает, что, да, поступал глупо, незрело, хотя, да, если ты, как он считает, хочешь строить серьезные отношения, нужно вот, да, идти к этому, да, и давать надежность и партнеру. То есть он осознает это, и человек хочет даже меняться, менять себя, менять свое мышление по отношению вообще, да, к будущему. Если я хочу серьезных отношений, я должен над этим работать. Он очень много думает о вас. Также информация у вас не распространяется, она только в нем. И когда человек где-то появляется, его спрашивают о чем-то, пытаются вытянуть его на разговор, потому что видят его какое-то грустное состояние, или когда человек не в настроении, пытаются спросить, узнать, выведать, но он держит это под секретом. Свое болевое, да, чувственное. Человек начнет к вам, в вашу сторону, действовать. Человек будет вот как-то что-то делать. Это может начаться с каких-то подарков, это может начаться, например, с какого-то приглашения вас куда-то. Человек, знаете, вот с вами чувствует какое-то продолжение жизни, да, вот здесь он сидит и осмысливает, вспоминает какие-то моменты, и он понимает, что когда вы находитесь рядом, да, начинает жизнь казаться в цветных красках. Когда вас нет, человек вроде как искусственно пытается наладить свою жизнь, может быть, с кем-то познакомиться, общаться, но у него этого не получается. Да? Человек не видит перспектив в будущем, человек не видит, не получает, вернее, тех самых чувств, которые бы человек хотел получать. Вот он получал это от вас. И здесь, возможно, были между вами взаимоотношения. Здесь у кого-то может быть или пауза, или вообще, да, вы разошлись, и вы не смотрите в сторону человека. Но также здесь может быть, да, и именно такие отношения, когда люди живут по разным койкам или по разным комнатам, да, в одной квартире, но по разным комнатам, в одном жилище. Знаете, он считает, что иногда некоторые ситуации, в которых он поступал неправильно или глупо, это не он. Да, вот как будто ним кто-то руководит или на него как-то воздействует, дергает за ниточки, подвешивает. Причем человек чувствует, что здесь есть, возможно, да, чье-то влияние. Он не хотел, он говорит, но это получилось как специально, как будто меня, да, моим телом в тот момент кто-то руководил. Также он считает, что, да, подвисла над вами какая-то острая ситуация, которую вы, наверное, решать не будете, и ему придется решать. И у него сейчас в голове он пытается сложить как-то все пазлы, пытается понять, что ему делать. Да, все-таки он ищет какие-то пути решения вот подвисшей вот этой ситуации, подвисших отношений, да, над вами. Возможно, человек хотел бы все вернуть обратно, возобновить. Здесь, кстати, еще такой вопрос в воздухе висит. Одна ли вы сейчас? Да, нет ли у вас еще кого-то? Здесь, возможно, есть какое-то наблюдение. Да? Человек может как-то за вами наблюдать, осторожничать. И человек боится, да, что почему вы не смотрите в его адрес, да потому что у вас уже кто-то вас кормит чувствами. Или вы, да, с кем-то, может быть, даже физически
близки. То есть у кого-то может он думать, что да, у вас есть с кем-то постель, поэтому вы так к нему холодны. Но человек все же, как говорит, не пойман, не вор, да, информации нет, я буду действовать так, как я решил, но все же, да, тут человек не хочет в грязь лицом упасть, когда он придет, а вы в постели уже с другим или там в обнимочку. Тут некий есть даже страх, но все же, да, здесь есть желание к вам стремиться и что-то прояснить еще, не просто к вам приехать, да, приехать торопится человек, но что-то с вами прояснить еще, в чем-то разобраться, также о чем-то вам высказать. Да, он понимает, что он не прав, но он говорит о том, что и вам есть что сказать такое, выговор какой-то тоже сделать. Далее, что вас еще видят? Карты. О том, что вы не будете идти на какие-то соглашения. Это касается чувств, это касается также ваших эмоций. Тут прям кричит одно слово, но оно матершинное, да, я не буду его произносить, но назовем это нормальным словом. Как мне это все уже надоело, у вас идет. Как мне все это уже надоело. И вы что-то рушите именно с прошлым. Возможно, человек может объявиться, да, и правда же заявиться с каким-то выговором, но вы это разрушите или же, может, даже и заблокируете человека. Закройте перед носом дверь и заблокируйте. Вот как-то так. Потому что вы смотрите вперед. И вы знаете, вы тут показывает вас, что то прошлое, от чего вы ушли, вам, в принципе, ничего не давало выгодного. Это может быть и как материального, да, может быть, человек постоянно имел какие-то претензии в вашу сторону, учил вас чему-то, да, вот как-то придирался в чем-то. А вам это уже настоколебало, да, вы уже хотите просто все это отрезать и уйти от этого. Вот. И, возможно, это будет какая-то поставлена вами окончательная точка, когда вы понимаете, от чего вы ушли, да, и вы уже понимаете, что возвращаться к этому нет смысла, потому что будет повторяться тот же самый сценарий. И причем вы тот человек, который на самом деле, вот как мы смотрели по портрету вас, вы даете людям шансы, возможности, да, и, возможно, этому человеку вы давали много шансов. Даже на что-то уже закрывали глаза и не обращали внимания. Да, здесь с кем-то было такие отношения, когда вы уже понимали, какой из себя человек, и когда он о чем-то говорит, вы да, знаете, вот так вот, как не веря, и давая ему понять, что я тебе не верю. Хотя говорю уже слово «да» вслух, да, но понимаю, так, как подкалываю, может, даже. Или, да, про себя, может, вы понимали, что все, что говорит, это вода. Здесь очень много с пустых каких-то слов, но нет решительных действий по отношению к вам. И вот вы идете вперед, показывает вас, но через то, что вы что-то сначала оставите, а потом вот вы получите. Получите только тогда, когда что-то оставите, так давайте скажем. А здесь идет мужчина. Но с этим мужчиной, да, это может быть знакомство, этот мужчина может уже существовать в вашем поле зрения, но вы будете с этим человеком, да, продолжать что-то или общение, или отношения только тогда, когда вы окончательно поставите в прошлом на чем-то точку. Будь это отношения или какие-то энергетические связи, когда вы окончательно разорвете, тогда начинаете вы что-то новое. Также здесь не обязательно мужчина. Здесь еще может быть и реализация какая-то ваших планов, ваших идей, ваших там проектов, да, или бизнесов, вот чего угодно. Когда вы оставляете в прошлом именно чувственное, да, что-то, что трепало вам нервы. Далее. Вы знаете, кстати, что я здесь вижу? И не зря вы оставляете что-то в прошлом. Здесь кто-то вмешивается в отношения. И не зря, да, мы смотрели мужчину, когда он говорит, что мной кто-то руководит или влияет на меня как-то невидимыми силами, да, может быть, магическими способами и так далее. А так оно и есть. И здесь не просто влияют, здесь кто-то есть третий, да, в этих отношениях, которые вы закончите и окончательно поставите точку.
кто-то есть, кто на ухо, может быть, что-то шепчет, да, или вот как-то в свою сторону, да, человек перегибает этого мужчину, там, женщина, например, на свою сторону. Это может быть не обязательно любовница, но скорее всего, да, это может также быть и мать. И показывает, да, что человек нездоров эмоционально, психически. Здесь вот есть какой-то подрыв, детский подрыв, да, что вот ведет его, да, к каким-то неудачам в жизни, в отношениях. Вот так. И не зря вы ставите точку. Зачем вам с больной головы на здоровую? Знаете, здесь показывает какое-то ваше расширение, какая-то радость, что-то вас начнет наполнять. Вообще совершенно другое, это не чувство. Скорее, это какая-то работа или дела интересные. Также здесь возможны новые знакомства. Причем эти знакомства не просто знакомства. Эти знакомства могут быть в будущем перспективные для вас. Эти знакомства, вам как-то пригодятся в будущем. Да? Будут какие-то сложившиеся вопросы, с которыми вы пойдете в эти знакомства, да, или у этих знакомых будете спрашивать. Причем люди начнут вам в чем-то помогать, решать какую-то вашу ситуацию или ваша ситуация. Также здесь показывают, что у вас, да, как наполняется кошелек, у вас появляются деньги, может свои деньги или увеличение какого-то капитала вашего. Здесь даже идет такое, вот знаете, расширение, говорю, да, когда при увеличении капитала. Может, кто-то начнет инвестировать куда-то, вкладываться, и идет увеличение капитала. Так. Будете решать, возможно, какие-то бумаги, да, документы. Причем важные документы, очень важные. Вам, вы знаете, данные документы — это не простые документы, это те бумаги, которые поменяют вашу жизнь. Суета, может быть. Суета с этими документами, но прежде чем вы будете, то есть это придет, но вы будете это обдумывать. Вот это обдумывать, это очень хороший случай для вас. Да, когда вы будете что-то продумывать, а вот только, например, потом я подпишу или хорошо изучу документы эти, прочитаю внимательно, да, даже что и под звездочкой написано. А потом вот только соглашусь на что-то. Или поправки, может здесь быть и поправки чего-то. Поправлять будете эти документы. Ну вот с кем-то вы будете их обсуждать, эти документы. И в итоге, да, эти документы несут трансформационные изменения в вашей жизни. Да, несут какие-то перемены. Это может даже и наличие, да, получения паспорта. Примите для себя какое-то взвешенное решение, причем через эти документы. Причем будет вот некий такой момент переживаний. Вот развилка переживаний. Да? Вот вы встали на развилке, и если пойду так, переживаю. Если пойду так, опять переживаете. Возможно, станет какой-то трудный вопрос. Это может быть вопрос касаться переезда. Это может быть вопрос касаться судов, чего угодно. И вы вот, знаете, и то для вас сложность. Или трудно принять решение. Но решение будет принято, когда вы все вот взвешаете, именно обмозгуете, взвешаете очень внимательно. Да, и вот только тогда вы получите положительный результат. По поводу документов сразу скажу, вы можете не переживать, да, результат будет положительный. Главное все тщательно изучить, да, вот проверить, прочитать внимательно каждую строчку, вникая. Что еще у вас видят карты?
Ну вот, да, вам может казаться, что вас никто не любит, или у вас сложный, например, характер, или на вас мужчины не обращают внимания. А здесь показывают вас сильной женщиной, сильными энергиями. Нет, да, здесь мужчины смотрят ваш адрес. Вот как раз-таки вы нравитесь мужчинам. Но вот эта вот ваша энергия, вот этого императорская, да, именно мужская, она вот неким моментом как закрывает проход, да, к мужчинам. В то же время здесь нужна некая мягкость, гибкость. Но в то же время, да, никто не отменял королеву мечевую. Скажете, как отрежете, да, почему нет. Но все же, почему не дать шанс себе общаться с одним человеком, со вторым. И также здесь, да, человек идет не только по чувствам, но и общество, возможно, вы не допускаете близко. Вот вчера, да, был расклад «Доверяй, но проверяй». Подпускай, общайся, почему нет? Да, но проверяй. Потому что не все люди плохие, да, не всем можно не доверять. Тут нужно смотреть, потому что так вы можете упустить какие-то возможности в своей жизни, шансы. Через людей приходит какая-то к вам информация. Знаете, и вот таким образом, общаясь, да, проводя время в социальности, вы найдете некую такую даже гармонию с собой. Здесь у кого-то вот именно вот эта гармония с собой нет, да, вы смотрите, например, в другую сторону, вообще на какие-то острые даже ситуации, на какие-то чужие проблемы, да, и вот воспринимаете это все как губка, может быть, болеете за кого-то, да, вот, или, то есть решаете какие-то другие дела, чужие дела, но не свои. Вот здесь именно найдите для себя время, да, какое-то, даже в день, там, несколько минут уделяйте себе, уделяйте именно вот это, да, время этому, гармония с собой, любовь к себе, забота о себе. Вот тут это вот как времени нет. Такая белочка в колесе, но вы очень активная, но в то же время о себе не забывайте. Не забывайте себя чем-то радовать, например, покупками радовать, да, или чем вы можете порадовать. Даже можете сесть, порисовать, да, вас, если это наполняет, или еще что-то там пошить крестиком. Уделите себе время своим любимым делам. Не нужно себя, как говорится, иссушивать. А тем более вы очень талантливый человек. Кстати, здесь вот, да, ваши таланты приносили бы вам намного пользы, да, если бы вы ими вот... Тут очень много талантов, тут, может быть, вы и рисуете, и поете, и еще пишете стихи. Да, вот совершенно разные темы какие-то, но вы умеете и то хорошо, и то, да, может быть, вы хороший какой-то креатор, создатель чего-то, но вот можете скомбинировать это все во что-то даже одно и делать это с любовью. Вы знаете, вас это будет очень сильно наполнять, и здесь вот показывают, да, вот даже это может быть каким-то главным таким детищем в вашей жизни, да, которые вы будете любить и которое вас будет любить. Возможно, вас даже не просто любить, наполнять здесь и кого-то кормить именно. Ваше какое-то действие, хобби, дело, проект. Сколько бы вам лет не было, да, в любом возрасте можно стать кем угодно. Да, в любом возрасте можно создать то, чего нет в мире в этом. Придумать что-то, скомбинировать много идей в одну идею. Да, у вас это очень бы хорошо получилось. Вот таких людей очень мало, но вот такие люди очень ценны обществу, потому что вы крутитесь в каком-то, знаете, вот как в другом свете, в другом мире. Может быть, вас даже, да, кто-то не понимает или думает, что вы рассуждаете, да, или думаете как-то по-другому, не как думают они, вот как-то сверх. Да, и вот такие люди, как вы, несут, да, могут воспроизвести в этот мир что-то такое, да, глобальное, что-то такое ясное, что-то оставите после себя. Причем, даже, да, вот после себя. И вот вы знаете, притом это вас еще и кормить будет. Смотрите, как. Еще как, да, и не только вас, но и ваше будущее поколение.
Вот как один доктор, да, там, не доктор, а один мужчина создал коробочки такие, да, и вот продавал, например, да, во-первых, сухие травы, да, вот собирали вот эти вот бабушки, дедушки, он у них все это выкупал, да, и вот продавал сухие травы разные, там вплоть до ромашки, там календулы и так далее. Все это по коробочкам. Вот целая фирма образовалась. Это на старое до колена, как говорится, когда уже человек был стар, но создал это, и вот у человека это вот просто детище, да, его. Причем он это и сам любил. Здесь скорее, да, вот что-то это связано, вот чувствуется мне, с творчеством, с искусством, возможно. Тем более сейчас, да, есть все инструменты, вас могут увидеть. Это не как раньше, да, нужно было себя приходить даже певцам, доказывать там, да, как ты там поешь и так далее. Сейчас это возможно, вас увидеть могут везде, в любой точке мира, да, существует интернет, например. Вы очень хороший создатель, вы очень хороший, да, вы видите все, вы можете, вот как сказать, комбинировать несколько каких-то своих талантов во что-то одно. И да, и можете получить на самом деле какой-то общий продукт. Вот, я вот смотрю, очень часто приходит данный человек, который сейчас смотрит этот расклад вот именно с таким мышлением. Потому что здесь очень много похожего, да, и когда я вот сейчас смотрю, я прям вот вспоминаю, да, какие-то были расклады именно вот об этом. Наблюдение какого-то молодого человека или моложе вас за вами. Знаете, человек что смотрит? Как вы развиваетесь в чем-то, как или у вас что-то получается, или что-то вы делаете. Касается еще и финансов, интересны ваши финансы. Но здесь, кстати, не обязательно молодой человек, да, моложе вас какая-то личность. Это может быть и женщина, моложе вас. Здесь женщина смотрит и на финансовую сторону, и на то, что вы делаете, может быть. Да, занимаетесь своей жизнью или как-то. Но отношение к вам у этой женщины очень такое положительное. Да, то есть к вам относятся хорошо. Никаких обид за собой, да, не держит, никакой зависти, никакого зла. Такой человек положительный. Или, возможно, человек такой весельчак. Это может быть и молодой человек, да, это может быть и моложе вас женщина. Также здесь, смотрите, видят людей, да, которые на самом деле... Вы, может быть, чему-то на самом деле людей учите, да, и люди хотят от вас какую-то помощь. А вы что-то умеете, вы можете в этом помочь. Причем готовы, да, люди за это даже заплатить, или люди готовы даже вот как-то что-то отдать за это. На вас какая-то есть надежда. Вы такая, в их лице некая лидирующая позиция, авторитет какой-то, да, на вас смотрят с открытым ртом. И на вас даже, знаете, и равняются, или бывают, хотят похожими быть на вас. Благодаря вам эти люди что-то в своей жизни получили достойное, или у них получилось. Если смотрят здесь тарологи, например, да, медиумы, здесь вот как вы, да, или лекари, но вот именно в чем-то вы людям помогли, да, люди вас, возможно, даже ищут, смотрят на вас. Или ищут, или смотрят. Положительные эмоции вы несете людям. Вы выровняли, да, их положение или их жизнь. В чем-то вы на самом деле помогли даже словом, скорее даже словом, да, или каким-то советом, напутствием каким-то. Но вот здесь было что-то дельное сделано в их жизни, да, как они считают, важное. Или важный принимали шаг, и вы вот подсказали, куда. И вот было правильным, да, люди вас ищут или как-то смотрят на вас, но... Здесь показывает, какой-то будет у вас путь. Путь уже открыт. Если это касается ваших финансов, вы знаете, все уже у вас лежит, как говорится, на подносе, под носом. Да, вот вы это видите или, может быть, не замечаете. Есть оно, но вы не замечаете. Вот, пожалуйста, подумайте хорошенько, да, если это касается как-то финансов, где их взять, поверьте, есть какой-то вариант или несколько даже вариантов.
или как что-то завершить, или как что-то начать. Есть все подсказки, есть. А вы найдете путь решения какой-то, да, ситуации, разрешится, причем счастливым образом, да, здесь выходит колесо фортуны. Ну, колесо фортуны просто так не выходит, это именно будет удачное стечение каких-то обстоятельств. Причем, знаете, вот вы вот как в космос послали какую-то информацию, зарядили Вселенную, да, может быть, о чем-то сказали вслух, написали на листке бумаги или где, и вот, да, вот что-то начинает вот уже работать, совершаться. Если вы не замечаете, да, на подносе, да, что лежит, скорее вы уже в скором времени заметите. Или, да, если вы так не заметите, то кто-то придет, может быть, например, к вам в жизнь, какой-то человек, да, и вот ткнет носом вас в это, чтобы вы поняли, ага, где ответ-то. То есть это может, да, даже Вселенная посылать информацию через каких-то людей, когда вот к вам человек какой-то в жизнь ворвался, или какая-то информация от кого-то пришла резко, внезапно, и вот ткнула вам пальцем, вот где это. А может быть, и кошечка даже, да, побежит по столу, у вас что-нибудь скинет, а вы потом начинаете об этом задумываться, ага, и вот оно, решение вашей ситуации. Такие некие загадки, пазлы, ну, знаете, тут будет легко элементарно разобраться вообще, в чем, где была подсказка. Очень счастливы в чем-то будете. Вот ту проблему, когда вы или ситуацию будете решать, да, или вы вот какое-то удачное стечение обстоятельств случится, что на что-то откроет глаза, где вы будете счастливы, да, так очень сильно порадуетесь. И знаете, вы здесь одна радоваться не будете, здесь, возможно, вы кому-то об этом расскажете, кто-то даже не поверит или будет очень рад за вас. Человек, который на расстоянии находится, это может быть или родственники, или кто-то близкие, да, близкие, друзья, подруги, знакомые. Знаете, у вас очень так вспоминают радужно и весело. Дорога у вас может быть какая-то куда-то в гости, да, где вас именно ждут. И вот эти люди вас вспоминают. Это может быть и родственники. Да. Дорога именно такая счастливая дорога, когда будет вам весело, когда вы приятно проведете время. Причем, знаете, опять здесь показывают, что вы не просто так поедете в гости. Да, здесь для вас будет вот какой-то бонус. Знаете, это не просто вам в руки, может быть, вам подарок какой-то подарят. Да? И не просто подарок, да, подарок со смыслом. Или же, да, такая ситуация именно случится, вот как подарок судьбы. Но здесь, там будет вот определенно какой-то смысл, да, тоже. Знаете, случайности не случайны. Все, что в нашей жизни происходит не просто так. И поверьте, здесь будет складываться все таким образом непростым. Возможно, даже начнете видеть числа или уже видите какие-то числа. То есть здесь уже идет информация, что вас правильно ведут, вы правильно идете. Но единственное, что убирайте, да, какие-то именно мысли, что что-то у вас не получится, или мысли, которые, вот как мы смотрели, не приносят вам выгоды. Поверьте, да, если вы будете думать там, что Ким Кардашьян разошлась со своим мужем, да, вот какая-то ужасная новость, поверьте, она вас никак не касается, да, она не приносит вам пользы. Лучше на этот момент подумайте о том, да, о чем-то своем, о том, чтобы решить что-то свое, да, каким образом можно это решить. Проведите за это время уже, может быть, и практику какую-то, да, именно сказав Вселенной: я благодарна, например, я согласна, у меня все есть. Да, вот элементарные вещи. То есть для себя то, что принесет выгоду вам. Да, время у нас сегодня золотое. Каждый, да, что ценно в этой жизни, это наше время. Вот, и временем определяется все. И даже наше будущее. Не обращайте внимания, здесь есть люди, да, которые, как сказать, вот они, знаете, вот как пиявки. Они будут, без них, да, не было бы мотивации жить тоже.
Вот люди на самом деле тоже в вашей жизни не просто так. И даже пиявки, и даже крысы, и даже вот какие-то злопыхатели или завистники, они наоборот вас, тем самым еще больше мотивируют двигаться, становиться лучше. На самом деле оно так и есть. Но вам не нужно их близко подпускать, о чем-то личном рассказывать, потому что здесь от вас ждут, когда вы о чем-то расскажете, чем-то поделитесь. Но при том добром это не закончится, именно если вы какую-то ценную информацию будете рассказывать. Или вот такие люди есть, они были, есть, всегда и будут. Но опять-таки просто держите дистанцию, просто знайте, что вы этим людям говорите. Потому что данные люди не всегда действуют именно не всегда действуют, справедливо. Здесь они будут действовать именно как пытаться вас чего-то проучить, чтобы вы получили по попе, как говорится, от высших сил, например, или вообще от жизни. Но здесь, когда вы, например, чем-то поделитесь, что у меня внучка родила, у меня дочь родила мне внука, тут люди как-то будут выворачивать информацию, против, ей же уже 45, она не может рожать, найдут к чему придраться. Но такие всегда есть, были и будут такие люди. Просто вам не нужно делиться с такими людьми чем-то вашим, личным, сокровенным, то, что ценно вам. Будет спокойствие. Счастье любит тишину, но это золотая правда. Истина. Случайности не случайны. Откроем колоду «Золотой ключ», сделаем 3 позиции. Выберите одну позицию из 3, и мы начинаем. Кто выбрал первую позицию? Недалекая дорога. У вас есть все шансы, воспользуйтесь ими. Вас ожидает приятный сюрприз, подарок. К вам идет радость и победа. Кто выбрал вторую позицию? Сложности, которые скоро уйдут. Очищение вас от чего-то или от кого-то. Недалекая дорога. Вашему врагу идет обратный негатив. Кто выбрал третью позицию? Высшие силы вам посылают счастье. Новый коллектив, коллеги, друзья или знакомства. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. К вам идет радость и победа. Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Одну или несколько аффирмаций для активации вы можете прописать в комментариях или на листе бумаги от руки. Я осознаю и ощущаю свою силу. Вселенная всегда поддерживает меня, даруя мне удачу. Я купаюсь в деньгах. Ко мне приходит любовь. Я материально богатый человек. Я успешный и самодостаточный человек. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела. Поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.